Сегодняшняя съемка пойдет о автопортрете. Для начала я хочу немножко затронуть и рассказать тему, почему автопортреты занимают, наверное, отдельную какую-то нишу, любовь в моем сердце. Это своего рода, можно сказать, терапия, когда ты наедине с собой создаешь изображение, некого рода арт. При этом ты запечатляешь себя, так как никто тебя не увидит. Допустим, когда ты фотографируешь кого-то, либо создаешь какой-то проект, рисуешь, еще что-то, ты, безусловно, себя вкладываешь в искусство, грубо говоря. Но когда ты снимаешь именно автопортрет, это вот как будто немножечко что-то другое. Как будто это не то чтобы усиливается в 2 раза, но, наверное, нету каких-то отвлекающих факторов в процессе, в твоих мыслях. Ты именно сфокусирован на процессе и пытаешься зафиксировать то, что ты хочешь. Сегодня я хочу рассказать про черно-белый высококонтрастный портрет. Это больше единение с самим собой. Можно описывать как угодно, но на самом деле вот эти вот состояния, когда ты снимаешь именно автопортрет. Возможно, я стал реже делать съемки автопортретов, потому что они имеют какой-то накапливающий эффект. И когда что-то происходит, уже накапливаешься, ты просто по какому-то щелчку пальца идешь и снимаешь идею, допустим, которая у тебя очень давно лежала в голове. И ты начинаешь ее пробовать, тестировать. Происходит какое-то немножко безумие даже, можно сказать. Когда это полноценное творчество, именно в плане, это отдельная съемка. Это не то, чтобы ты пофотографировался на телефон, обработал, выложил, сделал селфи, грубо говоря. Нет, это полноценная съемка, полноценная работа. Вот именно эта съемка была одной из самых сложных, наверное, потому что, я дальше расскажу, здесь очень много нюансов, которые, допустим, когда ты в команде и работаешь с человеком, тебе это легче контролировать, а когда ты один наедине, грубо говоря, ты сам себе фотограф и сам себе модель, как будто находишься на одной волне и захватываешь все аспекты, которые только можно. Я обожаю обнаженные портреты. Это потрясающе. На самом деле. Вот правда. Ты как бы голый, и, казалось бы, ты открытый. Но нет. То, знаете, ты сидишь, думаешь на какую-то определенную тему, и эта тема соприкасается с твоей последней работой, и ты такой: надо пойти снять видео. Не хочу откладывать. Хотя у тебя в мыслях проекты, которые ты хочешь еще отснять в плане видео, и которые выйдут чуть попозже. Или наоборот, чуть раньше. Неизвестно. С этим немножко разобрались про автопортреты. Затронули такую маленькую часть. Конкретно этот портрет. Здесь мы поговорим про высококонтрастное ЧБ, про компоузинг. Да, это можно назвать компоузингом. Это сочетание нескольких изображений в одно, потому что, естественно, на этой фотографии везде я. Было бы круто, конечно, чтобы у меня было 3. Можно было делать несколько вещей одновременно, но не суть. Возможно, так оно и есть. Давайте сначала объясню технические моменты по поводу того, если вы собираетесь снимать ЧБ. Я знал то, что я хочу именно сделать черно-белый жесткий портрет. Я использовал, как всегда, универсальный серый фон, но здесь было 4 источника света. Казалось бы, да, осветить нужно всего лишь одним свое лицо, грубо говоря, чтобы появились жесткие тени. Но, так как хотел я сделать все это не плоско, именно по фону, по лицу. Короче, чтобы фон был мягче, чем контраст на лице. Я использовал 3 источника света, которые регулировал именно цветными фильтрами. Я накрыл 2 источника света синими фильтрами и поставил их по бокам. И один источник света, который был посередине, подсвечивал фон, самый менее интенсивный. Я накрыл его розовым фильтром.
И получается, мне не пришлось регулировать именно светотеневой рисунок именно интенсивностью света, именно отражать его как-то или отворачивать, мощность убавлять. Я это сгладил все цветными фильтрами, потому что, допустим, если возьмете просто белый цвет, фон, он будет яркий. Если вы покроете его синим, он станет темней. Как бы логично. И вот этой интенсивностью цвета, получается, мы как точку белого просто немного понижаем цветом, и получается в черно-белом варианте это уже идет от не самой контрастной точки белого к самой контрастной черной точке. Он идет уже из-за того, что мы добавили свет. Во-первых, серый стал серым, не черная тень. А белый, который максимальная точка, получается, могла быть, она стала чуть темней именно из-за, вот, допустим, этого синего фильтра. И получается такое немножко... представим кривую, вот это могла быть кривая. Точка белая, точка черная. А из-за света и фильтров она немножко, получается, вот так вот сетовалась, и контраст немножечко пропал. А на лице стоял один источник света слева и светил прямо на лицо, и он, получается, вот эта вот высокая контрастность, она осталась точно такой же. Получается, фон у нас немножко дымчатая перспективка, которая убирается контрастность, а лицо у нас остается максимально контрастным. Так как в кадре я хотел, чтобы было 3 человека, можно сказать, у меня моим помощником, во-первых, любимый штатив, который все время это все снимает, и мой любимый манекен, с которого мне пришлось снять рыцарские доспехи наконец-то. Я поставил их в комнату себе, и теперь у меня в комнате рыцарь из монет, который составляет мне еще одну компанию. Теперь поговорим немножко о композинге, потому что это очень тонкая грань работы. Здесь очень много деталей по светотеневому рисунку. Допустим, зачем мне вообще нужен был манекен, если я мог бы снять это просто так, да? Я мог бы сделать 3 человека в кадре и все. Зачем мне просто манекен? Здесь играет роль то, что я хотел сделать это супер натурально, близко к себе, чтобы были различные тени. Допустим, тень на моем плече, тень, которая падает на 3-го человека, который находится сзади, еще сзади. Свет, который падает на мою спину, он очерчивает, получается, черты лица, и эта тень падает на... Еще очень важный момент, то, что здесь есть игра теней, которую нужно очень сильно учитывать в зависимости от того, что вы хотите получить, какой объем, какую композицию. Именно вы должны определиться сначала с композицией, чтобы, если вы, допустим, этого не пробовали, не понимаете, как это работает, это, в принципе, можно было сказать тестовая съемка, потому что я до этого в этом не работал, такую технику я не использовал, когда ты именно не просто композинг. У меня какая-то была очень старая работа, по-моему, на фоне какого-то звездного неба. Там я использовал композинг, но мне там не приходилось использовать какие-то посторонние предметы, допустим, имитацию какой-то тени или еще что-то. Здесь именно работа со светом, со светотеневым рисунком в основном и с контрастностью. Потому что 3 объекта, которые находятся очень близко, и нужно воссоздать в каждом изображении, практически, в каждом изображении тени, как будто они настоящие от чего-то. Ну, в принципе, так оно и получается. Допустим, тень от плеча, которая, по идее, падает, если я стою спиной, куда-то уходит, и я стою основным лицом, тень, естественно, должна падать мне на плечо и закрывать, допустим, чуть-чуть на фон. Поэтому в этом случае мне помог манекен, потому что ты ставишь манекен слева, и у тебя создается вот эта тень. Светотеневой рисунок ни в коем случае нельзя менять. Еще что нельзя менять, это точку фокуса. То есть, если вы снимаете, допустим, на какой-то объектив, где... Ну, или вы хотите сделать с более закрытой диафрагмой и чуть-чуть размыть фон и сфокусировать, допустим, на лице, как это сделал я, то есть вам нужно... Мне нужно было
основное свое лицо поместить в фокус. Главным акцентом должно быть все на нем. А вот эти вот два человека, которые дополнительные в кадре, но при этом основные, и основной я, они должны были быть чуть-чуть не в фокусе, потому что я иду как на передний план. Мое лицо идет ближе. Человек, давайте, не знаю, объект слева стоит чуть-чуть, получается, как дальше от меня, на примерно моей перпендикулярной плоскости, возможно, и от него падает тень, которая боковая немножко. Вот, она не прямая, а именно боковая, потому что свет сбоку, должны быть скулы, черты лица и все остальное, и это все должно быть тень сбоку. Вот, чтобы было больше контрастно. Это стоял один жесткий источник света. Здесь именно ручной фокус. Если бы я снимал на автоматическом, то у меня все три изображения оказались бы везде четкие, в одном фокусе. И когда бы я это совмещал, были бы неправдоподобные стыки. И можно было бы, да, это обыграть и сделать, как будто это все в одной диафрагме, допустим, это снято, что все в фокусе. Но я хотел больше объема в кадре. Получается, ничего нельзя менять, ни фокус, ни свет, ни тени. Мы должны помнить все время в голове, как должен стоять каждый объект, чтобы тени на каждом кадре были правдоподобны. Допустим, основное лицо мы отсняли, затем тот же манекен, который у нас стоит слева, мы переходим назад и снимаем уже в тени. Типа у нас от этого источника идут тени сюда-сюда. Мы отсняли эту часть, отсняли эту часть. Затем мы плавно убираем левый объект, становимся спиной и снимаем все то же самое. Но нужно учитывать. У меня есть, допустим, здесь вот такая классная фотография одна, которая уйдет в немного другую серию, но почему эта бы фотография не пошла в композинг? Потому что здесь положение манекена отличается от моего положения. То есть я плечо увел назад, и, следовательно, моя тень где? Ее бы не было просто. Эта бы тень не падала на основного меня. И тень, которая падает назад, она бы не закрывала полностью в тень лицо. Итак, давайте немного подведем итог. У нас имеется один человек, один манекен, фон с поставленным светом, который мы подразумеваем под ЧБ. Когда мы будем перегонять все в черно-белый снимок, мы должны понимать интенсивность, в которую уйдет ЧБ. Про кривые помним. Дальше уже в самом постобработке, когда мы склеиваем эти кадры, особо ничего сложного нету, потому что у вас, грубо говоря, 3 объекта, которые просто нужно наложить друг на друга и стереть части, которые закрывают. Просто вам нужно вырезать объект с фона, грубо говоря, закрасить там, где его не должно быть, и потом мы обрезаем, в зависимости от композиции, которую вы придумали. Допустим, в длинных изображениях, когда нужно отснять, допустим, гигантскую длинную сцену, но при этом, допустим, освещение только центральное есть, тогда да, тогда снимают, допустим, 3 разных изображения, подсвечивают сначала один, потом снимают боковые, точно так же освечивают, и еще дальше снимают еще боковые в одном источнике света, и это вливается в такую, допустим, панораму какого-нибудь бара, кафе. Так что я немножко, можно сказать, вернулся в автопортреты, и появилось такое желание отснять черно-белое изображение, хотя я не особо люблю черно-белое, но в настроение попал именно черно-белый снимок в моей голове, и его удалось вот так вот реализовать. Так что автопортреты являются, можно сказать, своего рода терапией, когда ты можешь что-то сделать, и не обязательно об этом говорить. Ты показываешь это в своей работе, в своем творчестве. И даже то, что ты говоришь, это не является тем самым каким-то еще более оголенным нервом, чем это есть в работе. 3 часа ночи. Я планировал снять это видео, но не планировал снимать его спонтанно. Но поэтому оно и спонтанное. Поэтому спасибо за просмотр. Увидимся в новых роликах с новыми работами.
И на Патреоне там, скорее всего, выходит уже новое видео, поэтому